Большое спасибо пригласить меня сюда на это. Мне очень приятно смотреть на этот красивый город. К сожалению, я не смогу даже одно слово сказать по-русски. И я являюсь координатором Национального комитета Бразилии по управлению рисками. Объединяет различные сегменты экономики. Мой сегмент — это кибербезопасность. Компании, которые у нас кибербезопасностью. Мы хотим показать, как мы реализуем некие стратегии по управлению рисками, как достигаем общий язык с корпорациями, с нашими, и поговорим о неком опыте, как управление рисками, как реализуют программы по управлению рисками в Бразилии сегодня. Как происходит, как реализуется система управления рисками предприятиями. Мы видим, что он реализуется беспорядочно и растет беспорядочно, хаотично. И мы видим, что наши люди находятся на островах или шахтах, и друг друга не понимают, изолируются друг от друга, и находят общего языка. Speak different language, he have a problem with this. And also the second trend and вторая тенденция — это мы имеем, естественно, мы имеем законы и правила, которые обязывают компании заставить применять различные методики управления рисками. И у нас есть много всевозможных правил, которые даже банки должны выполнять. И назовем, что они ориентированы на выполнение обязательств, выполнение требований, потому что они считают, что это важно. Но совсем не так. Это скорее вторая линия. Если мы посмотрим на различные сегменты экономики, посмотрим снаружи, посмотрим разные компании и увидим разные методы и языки. Например, мы имеем различные в инфраструктурных проектах, мы имеем различные виды цепочек поставок. И мы хотим, чтобы они все сели все вместе и выработали общий язык. Конечно, это очень серьезное задание, нелегкое задание. И достичь консенсуса в достижении этого. И действительно это улучшается. И я действительно доволен результаты, которые мы получаем уже в международном смысле, перед международным сообществом. У нас есть огромное количество всевозможных стандартов, методик, рекомендаций и всего прочего. И это очень сложно. Какой стандарт нужно использовать? Мне кажется, мы достигли некого понимания и выполнили задачу по созданию общего языка. В Бразилии у нас огромное количество компаний, которые применяют стандарт ISO 31000, используют такие небольшие компании, которые, допустим, 2-3 человека, и они поверили в такое решение. In the past, when I saw in 2009 the launchment of ISO 3000, I think this has a big wave, like a tsunami. Okay, ISO 3000 will come with this wave and get all companies organization. Волной мы ожидали, что будет волна по принятию стандарта, но
Но мы так не наблюдали большую волну принятия этих стандартов, использования стандарта. Но это действительно распространяется в наших организациях, и мы начинаем учиться, как об этом разговаривать, и мы видим такой эффект домино в этом, то есть это происходит. Это происходит и с регуляторами, и в разных сегментах промышленности. Это происходит. Это национальный комитет, это государственный орган. Мы можем обсуждать различные стандарты, но можем применять разные стандарты, и мы все приводим в соответствие. Мы говорим одним и тем же языком. Мы можем разговаривать про управление вендорами или цепочками поставок. И мы в Бразилии работаем в специальных специфических регулятивном поле. И регуляторы стараются развить национальный стандарт, бразильский стандарт, основанный на стандарте по управлению качеством. И инициативы, которые были... Я был последняя встреча, конференция экспертов ISO была в Рио-де-Жанейро. Это действительно очень интересный опыт, потому что мы могли поделиться нашим опытом, потому что мы все время учимся, и мы учимся от разных людей, от разных подходов, разных взглядов. Я думаю, что это отличный, прекрасный момент для России, чтобы использовать эту возможность и обеспечить такого подобного рода события, такое общение. Почему так много комментариев от бразильской делегации? Потому что они действительно вовлечены, они мотивированы. Это отличный момент, чтобы продвигать наши идеи, продвигать нашу идеологию. Что мы сейчас ходим? Мы видим эволюцию человека, человечества, мы имеем, начиная от Австралопитека до... И мы давайте попробуем поговорить о человеке, который называется Homo riscus managens. Что вы должны, если вы принимаете решение, а каждый из нас является таким человеком, вы должны эволюционировать. Если вы используете систематический подход к управлению рисками, мы все время говорим об этом, но вы должны использовать систематичный подход к этому, системный подход к этому. Потому что если вы думаете, что управление рисками — это некий дождик, который нас защищает от дождя, но это каждый раз, это разные роли, разные процедуры, разные... Но мы должны использовать один и тот же подход. И что то, что люди называют GRC, или государственные риски и соответствие требованиям. Это касается здоровья и окружающей среды. Только это все касается государственных, каких-то официальных рисков, но это просто методы, как делать работу и обеспечивать функции. Я не знаю, знакомы ли с организацией ОСЕК, но она очень интересна, которая использует подобный подход. Это не очень ясно в этой презентации, но у нас есть некое фото организации, где многие разные организации, которые с различными негативными явлениями, такие как потеря информации, острова,
шахты. И вот это то, как должно быть организовано. У нас есть не столько у нас есть контроль организации. Но контроль — это очень специальное слово в стандарте, которое говорит, что мы измеряем какие-то вещи, чтобы достичь, чтобы успешно справляться с рисками. Мы думаем о управлении рисками, и это важно сражаться с ними, бороться с ними, анализировать их. Но наиболее важная вещь — это преодолевать риски. Talking about corporate governance in Brazil, we have one specific политику, есть такая специфическая организация. Они выпускают специальные руководства для того, чтобы использовать подходы по управлению рисками на своем функциональном уровне, самого высокого уровня, чтобы использовать такие подобные подходы. И у нас уже есть компании, которые используют этот подход, потому что это считается лучшей практикой для корпоративных организаций. Я не знаю, вы знаете ли о тех проблемах, которые у нас есть в Бразилии с большими компаниями. У нас есть большие компании, с нашей компанией Petrobras, вовлеченные который назначает специального менеджера высокого уровня, чтобы заниматься этой проблемой на корпоративном уровне. Потому что они действительно нужно, чтобы улучшить эффективность организации, повысить эффективность. И у нас есть теперь новые профессионалы, которые называются что-то вроде супермена, который является главным менеджером по управлению рисками, который действительно, главная задача которого — это использовать, внедрять эти подходы. Может быть, мы не должны иметь такого супермена в компании, но кого-то, кто действительно работает с людьми, это действительно очень важно. Не только просто показать, что у нас есть такой риск-менеджер, но и поместить информацию на свой веб-сайт, но постараться вызвать доверие у сообщества, у общества. Что касается соответствия государственным требованиям, предписаниям, это огромные тома требований, которым мы должны соответствовать. Это очень важно для банков, например, не только иметь дело со своими рисками, но важно еще, как они справляются с рисками, которые происходят от вендоров, от их тех, поставщиков, услуг, которые представляют услуги большим компаниям. Я не могу перевести, но я думаю, что вы можете прочитать. Это высказывание Уильяма Деминга. Мы Богу мы верим, все остальные должны принести документ, данные. 4 April is Day of Saint Isidore of Sevilla. У нас сегодня день Святого Савиджа, это один из епископов Испании, который является патроном интернета, сейчас патроном интернета. А у меня есть знакомые из департамента информационной безопасности, и они молятся, говорят: пожалуйста, спаси мой сайт от хакеров. Но мы должны иметь системный подход по внедрению таких методов в организации. Мы поговорим, какие есть тренды, тенденции по мониторингу подобных рисков.
это попытка создания большого интегрированного центра по управлению рисками внутри организации и мониторить серьезные ключевые риски. И у нас есть и опыт подобных центров в Бразилии. Например, Макс-Сити, которые контролируют мобильность, факторы окружающей среды и используют различные подходы, используют подходы по управлению рисками, которые можно называть показатели и говорить на одном и том же языке. Это интересный опыт в Бразилии, где который был создан в 2014 году. И есть подобные центры в разных штатах, и они интегрированы в некую единую систему, который использует подход по управлению рисками. Это были огромные события. У нас был мировой кубок по футболу, визит папы, и в августе у нас были Олимпийские игры. И мы создаем специально, мы применяем это в любом из таких событий, подходы по управлению рисками. Это национальный центр по управлению последствиями катастроф. Это, конечно, это находится в разных штатах, но они используют здесь один и тот же подход, один и тот же язык, одинаковые показатели. Что мы видим, одна из последних наших трагедий в Бразилии. Может быть, это можно было предвидеть, можно было избежать многих проблем, многих бед, используя этот подход по управлению рисками. Также касательно кибербезопасности, мы автоматизируем многие процессы. Мы достаточно заинтересованы в защите такой технологии и создании таких центров. Большое спасибо.